Снежок бомжует. Дом у него отжали. Вискас, как тебе не стыдно, а? Что ты Снежка выгнал? Да, Вискас выгнал тебя, да. Ну, я думаю, что он сидит, рычит, что-то там, недовольный, бурчит. Ну, Вискарик балдеет он. Бедный Снежок. Да, Снежок. То козлы, да. То козлы тебя выгнали, теперь Вискас. Да ты мой хороший. А сейчас мы Вискаса затащим на кухню. Да пусть сидит. А Снежок? А Снежок вон возле будки сидел, от дождика прятался. Ничего страшного. Друзья, у нас сегодня на обзоре самогонный аппарат
Германия 4. Нам писали как-то, что в комментариях много кто писал, что у вас столько фруктов, а нет самогонного аппарата. Ну и мне нужен спирт 70 градусов для того, чтобы делать настойки на прополисе. Иначе он не растворяется. Итак, давайте распакуем, посмотрим комплектацию. Вот в таких упаковках приходит. Это у нас дистиллятор бытовой Германия 4. В комплекте что у нас есть? Вот крепежи всякие разные необходимые. Спиртометр бытовой, прокладки, инструкция по применению, руководства пользователя. И даже есть книжечка с рецептами. Русская дымка. Так, дальше шланги силиконовые. И один шланг у нас из пищевого силикона для выхода спирта, я так понимаю. Вот такая сетка. Как она правильно называется? Сетка Панченкова, по-моему, если я не ошибаюсь. Медная. Она вставляется в трубку. Трубку сухопарника, по-моему. Так, и это у нас крепится к баку. И здесь у нас есть, друзья, вот такая штука. Смотрите. Опа, нажать нужно. Ароматизатор. По-моему, ароматизатор. Он отдельно стоит 1000 рублей. Но в аппарате Германия 4 он идет в комплекте. И легко закрывается. Это у нас что было? Дистиллятор. Вот. И у нас есть бак. С баком помочь? Нет, он легкий. Ну, не легкий, но не очень тяжелый. Я так сам. Так. Бак у нас на 20 литров. Перегонный куб. Вот, правильно будет, перегонный куб. На 20 литров. Они есть и на 37. Германии 4. Комплектация. Термометр. Вот такой термометр. Мы его соберем еще. Заглушка для крана. И клапан, по-моему, это клапан, да. Выпускной клапан, чтобы куб не расширялся, не сжимался, чтобы взрыва не было. И лента. И также руководство пользователя. Так, это крышку закреплять. Бак из нержавеющей стали. Стенки 0,8 мм, дно 1,5. Бак низкий и широкий. То есть подойдет под вытяжки кухонные. Но, друзья, у нас слишком низко расположена вытяжка, поэтому у нас он чуть-чуть не вмещается. Но у нас есть плита еще под навесом. Здесь есть для крана удобная вещь, чтобы сливать. Подходит для всех поверхностей абсолютно варочных. На газу можно, на электрической плите, на индукционной, на керамической, на любой плите можно использовать этот бак. Ну что, давай соберем, попробуем. Это уплотнитель. Крышка. Ну, это по типу автоклава собирается. Так, и у нас... ну, мы сейчас не будем вставлять. Вот он, клапан. Он вот сюда вставляется. Вот такой кольцо забыла еще. Кольцо я ставлю. Это надо будет потом вставить аккуратненько. Кольцо сейчас сделаем. Вот такое кольцо. Оно затягивает. Ну вот. Это потом уже в процессе все это подтянется и настроится. Так, дальше. Вот такая система. Ну, собственно, вот такой компактный аппарат получился. Небольшой, кастрюля широкая, но низкая. Для квартирных кухонь, у кого вытяжка, вполне себе
хороший вариант. Ну и плюс цена здесь довольно бюджетная цена, 13,5 тысяч он стоит. Вот здесь вот идет заглушка в комплекте. Можно кран сделать, а можно вот эту заглушку. Тут еще лента. Ну, это мы потом уже все сделаем основательно, когда будем Гнать самогон. перегонять. Здесь тоже вот такая штучка, прокладка для термометра. Но это потом Алик вставит все. Она вставляется туда в крышку, и сюда вставляется термометр уже в нее. Термометр нам нужен для того, чтобы контролировать температуру в кубе. Ну и шланги. Шланги я еще не разобралась. Это холодильник, я так понимаю, да? Наверное. Да. Вот. И нужно будет разобраться, прочитать инструкцию, друзья. Инструкцию надо читать. Вот. И когда мы будем Гнать самогон, напитки, мы вам все это покажем. Приобрести такой аппарат можно в интернет-магазине «Русская дымка и колба». Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Всем привет, друзья! Сегодня я обрабатывала розы спасателем роз. Уже вот распускаться начинают. Заметила на некоторых бутонах каких-то букашек. И решила обработать. Сейчас даже покажу. Ну что, собаки? Привет, привет. Да, Снежок. Да. В теньке лежат, жарко. Ну, собственно, вот эти букашки. Маленькие, зелененькие. Я обрабатывала спасателем роз. Вот сколько бутонов много. Как цвести будет розочка. Здесь уже расцветает розовая. Будет. Сейчас покажу, если получится. Вот. Ну и все обработала. Жалко будет, если их кто-то съест. А гортензия, что-то она не очень. Вот маленькие, ой, молодые ростки, правда, идут вот оттуда, от корня. Но это подсыхает. В общем, будем наблюдать. Уток выпустила. Алик говорит, выпусти уток. Не знаю, как мы их потом ловить будем. Вон, куда-то пошли. Конечно, они очень пугливые. Утки. Вода здесь. Алик делает крышу. Балки уже вон. Сейчас покажу. Алик, поздоровайся. А? Поздоровайся с подписчиками. Всем привет. Вот он на жаре целый день. Уже столько балок сделал. Ну это немного, но жарко. Но все равно много-немного один делаешь. Потихонечку. Уже почти половину дома сделал. Да, конечно. Да. Еще много чего делать. Ну, начало положено. Кстати, кто помнит, я от муравьев обрабатывала вот эту вишню. Они здесь разводили тлю. Вот листья. Тлю я хотела травить тоже.
Но не пришлось. Муравьи ушли, и тля пропала. Все, нет. Не осталось ее. Ну, листья вот такие после тли, конечно, больные. Ну, вот так, друзья. Ушли муравьи, и пропала тля. И травить ее ничем не пришлось. Беляш уже как копченый стал. Короче, ситуация такая. Смотрю, они мучаются, бедные. Жарко, ну реально жара. Вот. И я такой воды им чуть-чуть налил, так они тут драку устроили. Вареный, ты такой красавчик. Ах, вареный, хорошо, хорошо. Я слышал, давай, балди. Давайте. Да. Сейчас и мы будем, как свинтусы, Балдеж будет. грязные. Ай! Смотри. У них же есть вода. Но Ну, слейки, есть, наверное, все вкуснее. равно. Все, теперь будут лежать балдеть. Только не стряхивай, ради бога. Копченый, ну ты здоров, да? О, красота, Это вот что им не хватало. да, красота. Ожились. Сейчас копать начнут. То земля такая, она, знаешь, твердая, ее не пороешь. А теперь все, понеслась. Сейчас будут драться. Да, копченый подрос. Сколько ему? 5 месяцев. Они январские, да? Или февральские? 28 января им было 2 месяца. Значит, ноябрьские. Февраль, март, апрель, май. Да, 5 месяцев он. Как 5? В январе 2, в феврале 3, в марте 4, в апреле 5, 6. в мае 6. 6. Да, 6 месяцев, полгода. Ну, короче, где-то месяц копченый еще поживет. А Да. дальше тот беляш будет подольше, пусть растет. Да. О, Копченый уже он в проход не пролазит, в принципе, так еле-еле уже, с трудом. Ест уже на коленях. Я уже там кормушку им подрезал, арматуру. потому что Харя не пролазит. Харя не пролазит, он начал за ушами натирать эту арматуру. Почесоны. Сейчас будут грязи кидаться. Пошел я работать. Иди, работай. Долго не могу. Доску положу, пот течет, раз в тенечек. Я пойду на огород сейчас схожу, чуть-чуть там покопаюсь. Камера вся в грязи от них. О, красота. Красота, скажи, да. О, ой, хорошо как. Я бы сама сейчас там повалялась тоже. Жарко. О, да. О. Ну чё, вареный? Весь изгвоздался, одни глаза торчат. Утки вон в тазике плещутся, сейчас убегут, меня увидят. Люська сегодня днем не спит. Налила ей воды там, тазик. Что там, Люсь, орешки? Тоже вся мокрая, возится в воде. Ну что, Люсь, залазь. Давай, иди наверх, вот тут орешки твои, иди. Иди. Вот так, да. Лежа надо есть, правильно. О, все уронила, Люсь. Все на земле. Вон, вода у нее стоит уже вся грязная, там надо поменять. Хотя это ненадолго будет. Поставила суп погреться. Хочу чесночка выдернуть к супчику.
Наверное, выкапывать придется. Не, выкапывать надо. Так. Вот такой чесночок. Молоденький. Вот такие чесночины. Молоденький чесночок. Нормальный по размеру. Что-то с картошкой. А что с картошкой? А картошку у нас утащил слепыш. Да. Вот так, друзья. Куст завял уже. Да. Вот эту картошку можно было бы сварить, но она зеленая. Поэтому варить ее не буду. Я, кстати, хотела выкопать кустик. Мне тетя Поля сказала, вот эта падалица картошка, у нее тоже, она копала, и там уже молодая есть. О, слепыш. Сейчас попробую копнуть. Вот это нормальненько. Своя картошечка уже. Она уже цветет или нет? Нет, короче, вот эта верхняя, это я выкопала куст, который мы сажали ранее, вот эти. Февральская. Большие. Да. Ага. Она мелкая, но там было около 30 картошин на одном кустике. Ага. А вот снизу, которая, это с падалицы я накопала. О, Которая, ну, в прошлом году. зимовала. Да. Вот. И я, Озимая. я копала картошку и прям выкопала ход слепыша. Да? И там вот кусок прям земли, и там прям вот туннель этот, прям он такой плотный-плотный там лежит. Крючки положил туда? Поставила крючки, покажу. Вот, не знаю, поймается нет, но они хитрые. Один раз мы поймали. Ну и Хитрые, чеснок. шустрые. Ну, хорошо. Вечером будет по-деревенски? Да. Обжаренная в духовке или как? Ну, не знаю, посмотрим. Я бы вообще в Казани сделала ее. М-м. А вот и чесночина такая у нас. Вот. Слепышу не досталось. Так что, друзья, огород начинает нас уже кормить. Конец мая только. Пропитка древесины. Она сразу высыхает на солнце, да? Не сразу. Не сразу? Но она впитывается. Ну, я смотрю, она выцветает как-то, да? Ну, она выцветает, да, краситель. Дождем смывается. Но сама эта штука, она уже въедается. Угу. Ну, она токсичная. Кошмар. У меня после того сутки, наверное, в носу щипало. Ну, сейчас хотел одеть намордник, но вот из-за этой банданы за уши не зацепишь. Думаю, ладно. Надо было ее поднять кверху. Ветерок есть, и хорошо. Ты сгоришь на солнце. У тебя, наверное, плечи Я уже, наверное, сгорел. Короче, парадокс получается. Ждали, когда закончатся дожди. Вот они до вчерашнего дня все время то идут, потом 2 часа не идут, потом опять час идут. И вот так вот. И мечтали хорошей погоды. Вот сегодня хорошая погода, но работать противно, потому что жарко очень. Ну, жарко, да. Я прям горю весь уже. Жарко. Я даже не знаю, сколько градусов. Пойду посмотрю сейчас. Короче, сейчас вот это покрашу, поем, и пока такая жара, я не буду работать. Ну, нафиг. Ну, конечно, тебя никто не гонит, во-первых. Я гоню сам себя. Я хочу до дождей хотя бы все это выработать. Да Ну, не тут бу- немного, да но немного. все равно. Тут досок-то у нас осталось 6 штук. Потихонечку их сделаешь. Я хочу их присобачить, пока их не повело винтом. Ага. Потом уже там проще будет все. Они уже скреплены будут. Максик все сидит в будке снежка. Придется его купать. Да, Максюн? Даже Макс на солнце не сидит. Ну вот у нас показывает 34 тут, но он врет. На сколько градусов здесь? 2-3 градуса убавь от шифера просто на Да, от крыши нагревается. Вот минус, ну пусть 30, ладно, 4 убавим. 30 градусов. Мне нужна твоя помощь. Да. Короче, одной рукой берешь вот так, Ага, чуть сюда заносишь, ага. и я заваливаю. Ну, чтобы мне не ходить 20 раз. Давай. Вот так. Ты поднимаешь, вот так, раз, и чуть-чуть подвинешь. Вот так. Теперь эту. Вот так. Опа. И эту. Видишь, вдвоем быстрее работать, да? Все, все.
меня расцвел пион, кстати, не показывала. Сейчас покажу. Макс, чем ты недоволен, Макс? Жарко? Вот, друзья, какой пион красивый. Но он как-то быстро, буквально вчера, наверное, он расцвел. Вон уже как он распустился. И, наверное, скоро он опадет уже. Вот, ну красивый. Я завидую копченому. Копченому завидуешь? Да. Почему? А то, что они сейчас там в прохладном бассейне, Лежат. в грязевом. Я, конечно, в грязевой не хочу, хочу в обычный. Но мы не можем себе позволить, друзья, бассейн, потому что воды. Я Алику говорю, давай купим какой-нибудь детский, Ну небольшой. смотри, мы его будем набирать 2 дня. Нет, маленький вообще. Ну вот как взять ванную, например. Ну. Как 2 ванны размером. Такой. Детский вообще. Ну ты будешь туда долго набирать воду. Да недолго. Потом он. она будет сутки греться, а на следующий день она позеленеет. Сейчас напор хороший. Вот, чтобы хоть там 5-ю точку можно было опустить, охладить. Да, кстати, то, что напор хороший, это не значит, что он всегда такой. Все равно работает здесь по принципу. 4 колодца на том берегу балки. Они набирают воду. Как они набрали воду, включается насосная станция, там такой домик. Насосы подают на башню. Как башня наполнилась, пошла вода. В башне вода закончилась, воды несколько часов нету, пока там набирается по новой. Да. Башня, колодец. Вот. Так что она бывает утром и вечером, а днем ее практически не бывает. Максик, иди в тенек. Да. Максюш, ты моя кыся. Ворчушка старый. Такой же, как я, ворчун стал, да, Максюшка? По жопе смотри, и будешь мне хулиганить. Ты меня не забалуешь. Не оговаривайся. Гуляй, пока тепло. А то потом зима будет, опять будешь под одеялом всю зиму просидишь. А оно тебе надо? Уходи, Макс, солнышко, сгоришь. Уходи. Да, что такое? Иди. Вот у меня еще розочки, кстати, распустились. Распускаются. Вот такие красивые. Только что-то они вот, лепесточки крайние сохнут. Маргарита снова пилит контент, а я пилю доски. Да, а кто-то пилит бюджет. Все как всегда. Ничего не меняется. Сейчас покажу, где я ход слепыша нашла. Вот здесь. Вот он, туннель. Тоннель. Вот видите, какой. Утрамбованный прям. И вот крючки. Я его открыла чуть-чуть ход. Там проволока с крючками, с рыболовными, примотанными. И воткнула вот такую штуку. В общем, если он попадется, в чем я сомневаюсь, то вот это она, вот туда уйдет. В общем, будем надеяться, что все-таки он попадется. А на фацелии пчелы полно. Прям гул стоит. У копченого, смотри, такая щека уже, что там сала столько. Третий подбородок. Не, копченый, конечно, он прям видно. Мясной такой, не знаю, сальный, мясной. Этому еще расти и расти. Все-таки копченый более такой породистый. Видно прям у него шея, смотри. Да.
толще, чем харя. Такая ряха у него. Хорошо в этой луже лежат, балдежно. Она уже высохла, наверное. Сегодня подливать не будем, а то ну, рыть будут. А нам это не надо. Завтра подольем. А цыплята смотри где. Адлерские. Под кормушкой. Видишь, там прохладно, наверное, земля. Да, спрятались. Спрятались. Да все спрятались. Вон куры тоже сидят там в теньке. Рожечку скупила, видела? Да, я уже показывала. Утки. А вон Люська наверху тоже жарко видит. Она, наверное, не спит днем, потому что ей жарко. Наверное, там, наверное, пригрело ей в этой будке. Да, надо куртку теплую оттуда вытащить и положить ей это соломы. Надо сверху положить, наверное. Куртка там нужна, потому что она от жары спасает тоже. И сверху что-нибудь положить еще. Может быть, солому. Ну, солому она, наверное, скинет. Скинет она, конечно. Посадила помидоры
Сразу все, конечно, сложные. Ну так, по редку в день. Вот еще остались. Вот мои помидорчики. Все низкорослые здесь. Специально сажала низкорослые. Вот хотела ровно. Ну, как обычно, не получилось. Ну, заодно и прополола. Кстати, про тяпку. Тяпка у меня есть. Вот сюда надо подсадить. Пропал, что ли. Тяпка у меня есть. Мне нравится работать плоскорезом Фокина. Вот фасолька. Ну, вот такие листья у нее были. Вот они. Ну, вроде бы более-менее оживает. Лучше всех растет подсолнух, друзья. О, какой же. Не так давно я его посеяла. Он прет, как на дрожжах. Так, надо сходить посмотреть. Слепыш там не попался. Уже жук появился. Жук — это не есть хорошо. Надо, наверное, обрабатывать. Так, где тут? Не. Все без изменений. Так. Ну, в принципе, на сегодня на огороде все. У меня, в принципе, везде прополото. Травы такой супер-пупер большой нету. Вот так мелочевка. Вот такая. Ну, так все нормально. Помидорчики уже зацветают. Только, правда, кусты какие-то низковатые. Ну, хотя, может, они так и должны быть. Вон, цветут уже вовсю. Это кизлярский, мичуринский, вот эти два ряда, которые я покупала. Или даже... ну да, два рядка я покупала на рынке. Рассады. Вот они. Я их каждый год беру. Но они каждый год продают одни и те же сорта. Перчик. Перчик вроде бы ожил. Вот такие позеленели кустики. Я их бродилкой подкармливала. Может, оживут. Ну, еще помидоры, куст. Ну и, в принципе, все. Капусту я поливала утром. Вечером не буду поливать. Лук уже он какой. Можно на еду брать в головке. О, лучок. Уже можно что-то готовить с ним. Вот такие головки. На зиму я не буду его оставлять. Он у меня плохо хранится. Вот капуста посыпана. Ну все, на сегодня все. Финиш. Пойду ужин готовить. Где-то шлялся. Вискарик. Бродяга. Лапа у него еще побаливает. Прихрамывает он. Не знаю, чем его уже лечить. Мазью еще смажу. Ну, он ее слизывает, что толку. Поесть пришел. Да. Но он уже с концами, я думаю, пришел. Наверное. И мы с концами, друзья. Ты закончил работать? Все. Видишь, уже ты сидишь на доске, которую я уложил Ну да, да. под пленку. Завтра целый день дождь, по прогнозу, он какая-то уже туча пришла. О, смотри, где вискарь. Ну, он знает, да. Там Макса еда я Мы же когда убрала. уезжаем надолго, он... Иначе, если оставить снизу, сожрут. Не, это Максу я оставила туда на крыльцо. Не, он вообще знает свое место-то. Да. Мы же его там кормим, когда уезжаем. Все. Сейчас пару коротышей еще сделаю на той стороне. Уже все не добью. И завтра по погоде. Обнял, приподнял, друзья. Пока.